Приветствую вас, искатели приключений! Сегодня мы погрузимся в чарующий мир Геншин Импакта, чтобы раскрыть секреты Нахиды, Архонта Дендра, также известного как богиня мудрости. Нахида может похвастаться комплектом, который действительно соответствует ее божественному титулу, что делает ее непревзойденной силой на поле боя. Благодаря способностям легко влиться практически в любую команду, она часто становится одним из лучших вариантов. А теперь давайте разберем способности Нахиды и раскроем весь потенциал этого божественного персонажа в вашей команде. Сильные стороны. Доминирование в реакциях Дендра. Нахида отлично проявляет себя в командах, в которых основное внимание уделяется таким реакциям Дендра, как обострение, разрастание, горение, бутонизация и вегетация. Ее элементальный навык значительно увеличивает урон от этих реакций, что делает ее ключевым игроком в составах, ориентированных на Дендра. Элементальная синергия. Нахида отлично взаимодействует с героями Электро, Пира и Гидра. Эта синергия повышает общую эффективность команды и открывает разнообразные стратегические возможности для комбинации элементов. Долговечность элементального навыка. Элементальный навык Нахиды накладывает сильный статус Дендра на значительную область без внутреннего отката. Это обеспечивает непрерывную устойчивость к прерыванию противника и позволяет наносить постоянный урон. Бонус от взрыва стихий. Взрыв стихии Нахиды дает уникальные бонусы в зависимости от стихий, присутствующих в команде. Гидра увеличивает длительность взрыва стихий, Пира повышает урон, а Электро сокращает интервал между срабатываниями элементального навыка. Такая гибкость улучшает динамику команды и стратегии. Масштабирование при повышении уровня персонажа. Основной урон зависит от элементального навыка Нахиды, и этот урон увеличивается с повышением уровня персонажа. С повышением уровня персонажа достижение требуемого значения становится более достижимым. Ее стат возвышения – мастерство стихии. Пассивный талант – просветленное сострадание. Пассивный талант Нахиды дает до плюс 250 мастерства стихии персонажу, находящемуся в ее зоне взрыва стихии. При соблюдении всех условий это значительно повышает способности команды к стихийным реакциям. Полезные способности. Элементальный навык Нахиды позволяет ей собирать диковинки и читать мысли некоторых NPC, что добавляет полезности в ее набор навыков. Слабые стороны. Зависимость от взрыва стихий. Хотя взрыв стихии Нахиды дает ценные бонусы, сам по себе он не наносит урона. Его основная функция – усиливать способности Нахиды, а не наносить прямой урон врагам. Некоторые из самых мощных бафов Нахиды, такие как способность горения, бутонизация, цветение, критовать и 30% бонус к реакциям стимуляции, открывается только во втором созвездии. Это может ограничить ее полный потенциал до получения дополнительных созвездий, в зависимости от разнообразных стихий. Эффективность Нахиды сильно зависит от наличия в отряде разных стихий, поскольку разные элементы вызывают определенные эффекты. Сборка сбалансированной команды становится решающим фактором для максимального использования ее сильных сторон. Руководство по сборке Нахиды как суб-ДД и поддержки. Лучшее оружие. Сновидение Тысячи Ночей. Фирменное оружие Нахиды. Лучший выбор как для ДД, так и для саппорта. Оно обеспечивает значительное мастерство стихий и бонус к урону для Нахиды, а также дополнительное мастерство стихий для команды. В коротких боях Сновидение Тысячи Ночей часто превосходит истину Кагуры для Нахиды как ДД, так как не требует времени на наращивание бафов. Оружие на замену. Руководство по магии. Фри-то-плей. Надежный фри-то-плей вариант с удивительно хорошими характеристиками. Имейте в виду, что время использования пассивки может варьироваться в зависимости от состава команды. Скитающаяся звезда. Конкурентоспособный вариант, особенно для Нахиды саппорта. Он тесно конкурирует с сновидениями Тысячи Ночей в командах, где персонажи получают значительную выгоду от бафа на атаку. Церемониальный мемуар. Несмотря на то, что дополнительный каст скиллов может не принести существенной пользы, он помогает повысить мастерство элементов для Нахиды, находящиеся вне поля боя. Лучшие артефакты. Воспоминания Дремучего Леса. 4 штуки. Нахиде отлично подходит этот набор артефактов. Этот набор не только увеличивает личный урон Нахиды, но и уменьшает дендросопротивление цели, повышая урон команды при определенных реакциях.
Стойкость миллилита 4 штуки. Потенциально хороший вариант, если в команде есть персонажи, у которых урон зависит от силы атаки, наносящие больше урона, чем Нахида, что гарантирует стопроцентное использование бафа. Цветок потерянного рая 4 штуки. Нишевая, но жизнеспособная вещь в командах необотанизации, представляющая собой приемлемый вариант, если у вас есть свободный набор. Основные статы. Песочные часы. Мастерство стихий. Кубок. Мастерство стихий и бонус к дендро урону. Корона. Мастерство стихий или коэффициент крита. Крит урон. Субстаты. Мастерство стихий. Коэффициент крита. Крит урон. Восстановление энергии. В итог. Оптимальная сборка для суб-ДД и поддержки Нахиды вращается вокруг воспоминаний Дремучего леса с мастерством стихии в качестве основного стата. Приоритетом для Нахиды является достижение 800 тысяч мастерства стихий. В то время как мастерство стихий обычно рекомендуется из-за пассивки Нахиды, вы также можете рассмотреть кубок Дендра или корону на крит, чтобы увеличить ее урон. Инвестиции в статы крита очень важны, и это, как правило, более ценно, чем повышение мастерства элементов до 1000. Баланс между мастерством стихий и статами крита позволит оптимизировать вклад Нахиды в успех вашей команды. Руководство по сборке Нахиды как главного ДД. Лучшее оружие. Сновидение тысячи ночей. Фирменное оружие Нахиды. Лучший выбор как для ДД, так и для саппорта. Оно дает Нахиде значительное мастерство стихий и бонус к урону, что делает его лучшим выбором. В коротких боях оно часто превосходит истину Кагуры. Оружие на замену. Истина Кагуры. Конкурирует со сновидениями тысячи ночей, особенно в затяжных боях. Незначительное преимущество в стаках для Нахиды вне поля боя, что делает его сильной альтернативой лучшему выбору. Песнь странника или молитва святым ветрам или солнечная жемчужина. Достойный вариант для Нахиды ДД, но слабый для Нахиды саппорт. Небесный Атлас и память о пыли одинаково эффективны в роли ДД, но слабы, когда Нахида вызывает элементальные реакции. Морской Атлас фри-то-плей. Крафтовый фри-то-плей вариант немного лучше руководства по магии для Нахиды ДД. Лучшие артефакты. Воспоминания Дремучего леса 4 штуки. Нахида отлично проявляет себя в качестве обладателя набора воспоминания Дремучего леса из 4 предметов. Этот набор не только повышает личный урон Нахиды, но и понижает вражеские дендрорезисты, повышая урон команды при определенных реакциях. Позолоченные сны 4 штуки. Ситуативно, в зависимости от состава команды. Рассматривается для ДД Нахиды, если у другого героя уже есть воспоминания Дремучего леса 4 штуки. Однако воспоминания Дремучего леса часто превосходят его по полезности. Основные статы. Песочные часы, мастерство стихий. Кубок, бонус к урону дендра. Корона, коэффициент крита или крит урон. Субстаты. Коэффициент крита, крит урон, мастерство стихий, восстановление энергии. Рекомендуемое восстановление энергии. Стремитесь к примерно плюс-минус 110% общего восстановления энергии для постоянного доступа к способностям Нахиды. Итог. Эта сборка Нахиды в качестве основного ДД позиционирует ее как единицу в бою, позволяющую использовать такие реакции дендра, как обострение, вариация бутонизации и горение. Благодаря ее роли вам не придется уделять большое внимание субстатам мастерства стихии, так как товарищ по команде с высоким мастерством элементов может поделиться своим мастерством с Нахидой за счет особенностей ее взрыва стихий. Убедитесь, что вы сосредоточились на максимизации коэффициента крита и крит урона, а дендробонус к урону на кубке повышает урон Нахиды. Эта сборка позволит Нахиде стать основным ДД в вашей команде, сея хаос с помощью своих способностей дендра. Как использовать Нахиду? Ротации в бою. 1. Комбо из элементального навыка и взрыва стихий. Начните бой, используя элементальный навык Нахиды, нажатие или удержание, а затем взрыв стихий. 2. Элементальные реакции. Используйте элементальные навыки и взрыв стихии других персонажей, чтобы вызвать элементальную реакцию и активировать очищение трикармы. 3. Переключитесь на основного ДД. Быстро переключитесь на своего основного ДД персонажа и выполняйте его ротацию, используя преимущество активированной реакции стихий. 4. Повторите цикл. Проведите ротацию, повторяя шаги 1 с 1 по 3. Особенно когда длительность элементального навыка или взрыва стихии Нахиды подходит к концу. Элементальный навык, пелена знаний. Нажмите для получения мгновенного урона.
или удерживайте для режима прицеливания. Элементальный навык Нахиды высвобождает Дендра через реакцию. Нажмите, чтобы получить мгновенный урон, или удерживайте, чтобы перейти в режим прицеливания, позволяющий поражать более широкий круг врагов. Очищение 3 кармы. Противники, отмеченные элементальным навыком, нажатием или удерживанием, связаны между собой. Когда связанные враги получают элементальную реакцию или ядра Дендра, они получают дополнительный Дендра урон, очищение 3 кармы. Обратите внимание, что одновременно могут быть отмечены только 8 врагов. Усиление взрыва стихий. Элемент пира увеличивает урон от очищения 3 кармы, когда Нахида находится в зоне действия взрыва стихий. Электро уменьшает интервалы, когда срабатывает очищение 3 кармы. Гидра увеличивает продолжительность действия взрыва стихий. Для получения максимального количества бафов Нахиды необходимо 2 персонажа одной стихии, однако ее первое созвездие позволяет получить полный баф, используя всего одного персонажа данной стихии. Хороша ли Нахида? Безусловно. Нахида считается одним из лучших юнитов в Genshin Impact. Благодаря своему элементальному навыку и ценным бафам, она может выступать как в роли ДД, так и в роли персонажа поддержки. Кроме того, будучи пользователем каталиста, Нахида способна выступать в роли грозного ДД на поле боя. Добавив Нахиду в свою команду, вы сможете значительно усилить команды Гидра и Электро, особенно благодаря их взаимодействию с элементом Дендра. Ее умения эффективны в различных ролях, делают ее очень востребованным персонажем. Если вы хотите усилить свою команду и расширить стратегические возможности, Нахида, несомненно, является обязательным персонажем в вашей команде. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому видео. И если еще не подписались, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход других новых видео. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.